Задача онлайн-курса Portfolio School – это интенсивная подготовка к поступлению на бакалавриат Московской архитектурной школы. Уверена, вы прекрасно понимаете, что портфолио должно отражать самые яркие и особенные грани вашей личности и работать вместе с вами и за вас, а иногда и вместо вас. Именно поэтому программа курса – это комплекс лекций и воркшопов не только по практическим навыкам изобразительной культуре, макетированию, верстке, фотографии, но и, что очень важно, это комплекс упражнений, это дискуссии, позволяющие перестать бояться публичных выступлений, помогающие найти свой индивидуальный почерк, переосмыслить себя и свои собственные работы. Акцент сделан на нематериальные навыки, которые позволяют вам погрузиться в контекст современной архитектуры и научиться также грамотно и эффективно использовать свое рабочее время. Важным элементом обучения станут виртуальные экскурсии в архитектурное бюро, обсуждение книг, фильмов и построек современной архитектуры. Как и в офлайн формате, это будут учебные дни, задания и полноценные консультации с преподавателями. В отличие от офлайн, онлайн-курс будет длиться целый месяц, и, как вы сами понимаете, онлайн-формат дает огромные преимущества, особенно для тех абитуриентов, которые не находятся в Москве. Этот онлайн-курс не имеет аналогов, а подробную программу вы можете посмотреть на сайте Московской архитектурной школы, а также на платформе artclever.com на сайте курса «Марш». Если отбросить специфику профессиональной деятельности, сложную структуру отношений внутри профессии и коммерческую составляющую, то в сухом остатке мы получим просто технику смотрения на архитектуру. Неважно, занимается ли фотограф репрезентацией современной архитектуры по заказу архитектора, работает с историческим материалом или выступает с собственным критическим суждением по поводу архитектуры, сама практика фотографии и история профессии диктует ему тот набор средств и приемов, которые позволяют превратить сложную, трехмерную, движущуюся реальность в плоскую, но выразительную картинку. Как и другие навыки репрезентации, необходимые в архитектурной профессии, занятие фотографией тренирует проектное мышление архитектора. В рамках нашего короткого курса мы ретроспективно познакомимся с историей взаимоотношений архитектуры и фотографии, рассмотрим несколько приемов, после чего перейдем к конкретной работе на живом архитектурном материале. Вам не понадобится для этого обзаводиться профессиональной аппаратурой. Достаточно будет того аппарата, к которому вы привыкли, и даже камеры мобильного телефона. Как показала практика Portfolio School, внимательный подход к процессу съемки важнее технических ухищрений. Итогом курса должна стать серия фотографий архитектурного объекта, показывающая его как с точки зрения нейтрального наблюдателя, так и выражающая ваши личные чувства и ощущения, связанные с ним. Целью своей лекции я вижу помочь молодым специалистам не терять идентичности собственных идей. И на примере своих проектов хочу рассказать о том, как можно сохранить первоначальную идею, пронеся ее через весь проект. Основная философская идея лекции посвящена чувственному анализу и феноменологической парадигме в архитектуре, которая раскрывает возможность использования разных архитектурных навыков для формирования собственного художественного языка. Мы будем заниматься текстовой частью портфолио. Архитектор использует текст для разных целей – подписать свои проекты, фотографии, модели и дать таким образом читателю возможность их лучше и глубже понять, а также сформулировать свое видение профессии, рассказать, к чему он стремится в архитектуре в целом. Это довольно широкий диапазон задач и по подходам, и по объему. Одно слово может изменить отношение к проекту. Большое эссе, если оно написано неаккуратно, невдумчиво, может испортить впечатление. В нашем блоке мы разделим эти задачи на две группы. Во-первых, мы поговорим о том, как текст отражает творческое кредо, посмотрим на то, как это делали архитекторы в разное время, и убедимся, что не обязательно быть Витрувием или Ле Корбюзье, чтобы это сделать. Во-вторых, мы обсудим тексты, которые помогают читателю правильно понимать и ориентироваться в вашем портфолио. Удивительно, но здесь тоже большой диапазон возможностей. Правильно найденные слова помогают проектам выглядеть лучше, а неправильно найденные могут полностью испортить ваш продукт.
В наш век программирования и компьютерного дизайна, на мой взгляд, макетирование остается обязательным навыком для любого архитектора. Если говорить сухим языком, то макетирование решает ряд задач. Во-первых, это самый быстрый способ подачи собственной концепции, а также возможность ее критического анализа. Во-вторых, это незаменимое средство при общении с заказчиком. Это самый точный способ передать собственные мысли другому человеку. И, наконец, в-третьих, сам по себе искусственно сделанный макет – это произведение искусства. Цель курса – научить решать студентов собственные задачи в материале, поэтому все задания направлены не только на освоение базовых техник макетирования, но и на развитие собственного пространственного воображения, так называемого зрения пальцев. В результате занятий студенты создадут ряд простых моделей, которые в дальнейшем станут основой для разработки их собственных навыков моделирования, а также позволят находить верный язык и техники для перевода идей и предчувствий в архитектурные формы. В рамках моего блока мы будем изучать программу Adobe InDesign. Это довольно-таки простая программа на базовом уровне, и в ней мы будем делать многостраничную верстку, изучать композицию, как правильно располагать сетку, настройку базовой линии. То есть вся сложная техническая, скучная методология построения многостраничной презентации будет заложена в этот курс. При этом все это будет подано в такой форме, что вам будет приятно этим заниматься, и надеюсь, что многие из вас станут такими педантами до максимальных мелочей, до микропикселя в этой программе.